это Bubble на канале Технозон. И сегодня мы с вами поговорим о прямом конкуренте Beelink GT1 Ultimate. Это Tynix TX9 Pro. И он действительно прямой конкурент. А вот почему он конкурент, давайте с вами разберем по порядку. Процессор S912 8 ядер, 64 бит. Точно такой же процессор, как в GT1 Ultimate от Beelink. 3 гигабайта оперативной памяти. Но вот одно из отличий от GT1 Ultimate: здесь стоит DDR3, а в GT1 стоит DDR4. 32 гигабайта eMMC хранилища. Модуль Wi-Fi 5 ГГц. При этом очень невероятно быстрый модуль, который выдает почти 200 мегабит в секунду. А LAN RJ45 выдал 600 мегабит на чтение. И я считаю, что это очень достойные показатели. Мало того, эта приставка Tynix TX9 Pro имеет отличные температурные режимы. Она практически не греется в простое. И даже в самых самых тяжелых приложениях она не нагревается выше 80 градусов. Что для процессора iMlogic S912 абсолютно отличный показатель. Те, кто не верит, могут открыть даташит и почитать. А вот в простое это 60-65 градусов. Да и по производительности для игр она действительно крутая. Она лучше, чем Xiaomi Mi Box 3 практически в 2 раза. А это значит, что ее процессор iMlogic S912 круче, чем iMlogic S905 почти в 2 раза. Далее в видео вы увидите результаты тестов 3D Mark. Ну и само собой, то, как она работает с видео, вообще не обсуждается. Я проиграл 4К YouTube, проиграл IPTV, онлайн-кинотеатр. Я не останавливался на этом, потому что iMlogic S912 давным-давно зарекомендовал себя как очень хороший процессор для работы с 4К контентом. Кстати, здесь очень крутой автофреймрейт. В общем-то, автофреймрейт здесь просто охренительный, при этом практически из любого приложения. И если уж вести полное сравнение с Beelink GT1 Ultimate, то здесь интерфейс мне нравится больше, я вам честно скажу. Я вам покажу это позже в видео. Да вот насчет цены. А вот цена у них абсолютно одинаковая. В этом вы можете убедиться, пройдя по ссылочке под видео. Я положил специально 2 ссылочки на Beelink и на Tynix TX9 Pro. И вы можете посмотреть, что стоят они практически одинаково. В принципе, я не могу, конечно, на текущий момент сравнить S912 с грядущим процессором S905X2. Но для того, чтобы не пропустить такие сравнения, советую вам подписаться на наш канал, нажать колокольчик, потому что на нашем канале будет огромное количество новых обзоров, новых девайсов. А еще у нас постоянно проходят розыгрыши ценных призов и подарков для подписчиков нашего канала и для покупателей магазина Gearbest. Ну а все эти подробности вы можете узнать в наших пабликах ВКонтакте, Viber и Facebook, ссылочки на которые тоже есть в описании под видео. Ну а сейчас я предлагаю взять эту приставочку, распаковать, посмотреть и сделать беглый обзор ее возможностей. Почему беглый? Потому что я больше остановлюсь на игровых возможностях и на возможностях IPTV, чем на всем остальном. Потому что все остальное работает просто перфекто. Ну а теперь я говорю, поехали! Ну и вот такой вот у нас Tynix, вот его коробочка. Очень красивая коробка, здесь сразу указано, что здесь есть 4К, H265 кодек, RJ45, Wi-Fi и OTA обновление. Сзади у нас указано, что это процессор S912, хотя есть различные варианты. 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта хранилища. Больше на коробке ничего не указано. В коробочке это выглядит вот таким вот образом. Упаковано достаточно добротно. Упаковано вот в такую вот полиуретановую оболочку какую-то. В пакет Soft Touch. Вау, он блестящий, имеет очень крутую текстуру. Мне так нравится. Блин, единственное, что на нем остаются отпечатки, это сразу видно, но я думаю, что вы его не каждый день будете лапать. Ну, в принципе, это не важно. Что у нас есть на панелях? Есть часики под пленочкой, которую я рекомендую снять. Есть инфракрасный датчик. По бокам у нас есть 2 USB, есть SPDIF, есть RJ45 1 гигабит, есть HDMI и 5 вольт 2 ампера разъем питания. Также есть поддержка TF-карт. Больше на данной приставке ничего, к сожалению, нет. Сзади есть обозначение модели и различные какие-то допуски. Дальше в коробочке у нас есть User Manual и есть блок питания 5 вольт 2 ампера. Здесь EU-плаг. Есть у нас вот такой вот кабель и стандартный тайниксовский пульт. Кстати, это не самый худший пульт, который я видел. Он достаточно приятный в управлении. К сожалению, батареек в комплекте к нему нет. Мы его даже использовать не будем. Мы
будем использовать нашу аэромышь. Что ж, распаковочку мы с вами увидели. Берем нашу приставочку и переходим уже непосредственно к тестам. Ну вот наш Tanix загрузился. Надпись сверху Tanix горит вот голубым огоньком. Очень красиво. Спереди у него есть часики, есть индикатор подключенного USB, есть индикатор подключения кабеля сети или Wi-Fi. Вот мы сейчас выключим кабель. Вот появился Wi-Fi. Очень-очень все это удобно, красиво. Это что касается вот практичности. Теперь перейдем к интерфейсу. Интерфейс очень необычный и очень-очень практичный и красивый. Я когда ее настраивал, я прямо насладился. Я сделал специально курсорчик побольше, для того, чтобы вы видели все эти перемещения. Но давайте разбираться. На главном меню у нас есть TV-центр, Play Market, Netflix, 3D Mark, Chrome. При этом это все можно переназначать. Если какое-то приложение будет удалено, вы можете его сюда добавить просто по плюсу. Есть вот колесо слева, которое крутится, и можно взаимодействовать с приставкой с помощью вот этого колеса. Есть раздел настройки, куда можно добавить какие-то дополнительные приложения. Вот сюда мы добавим AirScreen, например, и сюда мы можем еще добавить там Aptoid, пускай будет. Но все это суть-то дела. Давайте перед тем, как мы начнем с вами рассматривать ее более пристально, мы с вами включим Floating Window. Я это делаю специально на таких приставках, которые считаю одними из представителями топ-классов в таком ценовом сегменте, как стоит эта приставка. И вот мы видим, что у нас она в простой 53 градуса. Ну, давайте будем наблюдать за ней. Мы ее специально посадим сюда под колесико и будем наблюдать, как будет себя вести температура в процессе вот эксплуатации. Свернем ее. Поехали, пройдемся по настроечкам. В настройках у нас есть Kill Apps, то есть вы можете убить приложение. Это очень удобно. Есть спид-тест, которым я абсолютно не советую пользоваться. Он, откровенно говоря, непонятно, что пингует, непонятно, что тестирует. Заходим в сами настройки. Настройки достаточно необычные, но очень-очень крутые. На самом деле, мне очень нравится. Хотя можно войти в простые настройки Android. Дисплей. Вот можно увидеть масштабирование, настройки звука, можно выбрать различные источники и выходы, PCM, SPDIF, HDMI, все это круто. Разрешение. Насчет разрешения. Основной особенностью этой приставки является наличие такого разрешения, как 4К 2К SMPTE. Так вот, если обычная Ultra High HD составляет разрешение 3840 на 2160, то 4К SMPTE это называется настоящий 4К, и разрешение составляет 4096 на 2160. То есть это позволит вам избежать немножко растянутого изображения и получить максимально реалистичные 4К картинки. Давайте мы его с вами поставим сейчас. Так, раздел кабель. В раздел кабель у нас написано кабель отключен. Если мы с вами подключим кабельный интернет, то этот раздел заработает. Раздел Wi-Fi. Мы видим, что мы сейчас подключены к 5 ГГц сети. Он поддерживает 5 ГГц. Здесь очень крутой, кстати, Wi-Fi модуль. Мы с вами проверим его скорость. Есть Bluetooth. Это тоже очень и очень полезно и хорошо. Есть возможность восстановления, обновления по USB и сделать полный сброс. Ну и о самой настройке. Модель TX9 Pro, Android версия 7.1.2. Ну, в общем, как-то так. Но также вы можете зайти в дополнительные параметры, и вам откроется вот столь привычное боковое окошечко. Здесь есть поддержка HDMI CAC. В принципе, кому удобно, могут использовать. Также у нас есть автофреймрейт мод. У нас здесь есть охренительный автофреймрейт. Я его включил, переключает он все отлично, все работает. Из коробочки нам было доступно порядка 25 гигабайт, что тоже достаточно неплохой показатель. Очень радует наличие такой функции, как Power Key Definition, то есть по кнопке питания вы можете выбрать, что должна делать приставка. Не часто я такое в приставках встречаю, только лишь в каких-то топовых вариантах. К тому же радует, что есть суперюзер из коробки, то есть есть root права, и есть такая штука, как Wi-Fi эмулятор. Wi-Fi эмулятор нужен для того, чтобы эмулировать Wi-Fi во время подключения к локальной сети. Я не знаю, но скорее всего многие из вас сталкивались, что некоторые приложения не хотят работать, когда приставка подключена кабелем к сети и требует подключения Wi-Fi. Так вот, вы можете подключить кабель и включить Wi-Fi эмулятор. Очень полезная штука, которую я еще не встречал нигде. Google аккаунт установился без проблем, но мало того, что здесь есть вот
такие вот настройки, мы можем пойти дальше и получить вообще вот такие вот настройки. Это невероятно круто. Я еще не видел приставку, у которой есть столь большое количество настроек и столь большое количество возможностей настроек. Вот мы видим, что у нас занято 717 мегабайт и свободно сейчас 2 гигабайта оперативной памяти. Все, давайте теперь пройдемся по тестам очень кратко, потому что тестировать очень много. Начнем с теста скорости Wi-Fi. Кстати, прошу обращать внимание на температуру. Температурные режимы этой приставки меня вообще поражают. Нажимаем начать. И вот мы видим, у нас отключен кабель. Вы в маленьком окошке видите, что у нас кабеля нет. У нас вот здесь даже есть... У нас здесь есть вот даже Wi-Fi горит. Вот мы видим, что у нас на загрузку 198 мегабит, на отдачу 120 мегабит. Это Wi-Fi 5 ГГц. 2,4 ГГц выдают достаточно ожидаемый высокий результат работы. 47 на закачку и 47 на отдачу. То есть приятно удивляет 2,4 ГГц сеть. Но а по локальной сети данная приставка выдает ни много ни мало 600 мегабит. Если у вас достаточно широкий канал, то вы увидите здесь вот такие вот результаты. Они просто охренительные. Вы можете смотреть 4К, 400 мегабит, HDR, 10 контент онлайн. Вообще это просто впечатляет. В этой приставке у нас есть поддержка AirPlay, Google Cast, Miracast, DLNA для Android. Очень все круто построено, очень все хорошо сделано. Дабы избежать каких-то пересудов этой приставки, я предлагаю сделать тротлинг-тест. Даже на самом жестком тротлинг-тесте на все 8 ядер я не смог этот процессор прогреть выше 80 градусов, 79 градусов, и он работает без какого-либо тротлинга. Это супер показатель. И вот сразу после теста у нас она показывает 76 градусов и начинает падать. Давайте посмотрим на результат. То есть все 8 ядер были у нас на максимале на 100% загрузки. Вот она уже упала 71, так что вердикт таков. Мы видим переключение ядер энергоэффективных и высокопроизводительных, и мы видим, что приставка не тротлит, и она не нагревается до критических температур. Это очень шикарный показатель. Уже в меню 68 градусов. Поехали тестировать дальше. И мы, не останавливаясь, начинаем с вами тестировать видео возможности данной приставки. Вот мы в YouTube выбираем 4К ролик. Вот так вот показывает 4К 60 FPS наша приставочка Taniks TX9 Pro. Кстати, здесь даже в YouTube работает автофреймрейт, и это мега невероятно. Она переключает практически на любую частоту. 2397, 24, 25, 30. Все эти частоты у меня работают. Вообще отлично. Ну, к YouTube вообще претензий нет. Это обычно такой стандартный тест того, что он работает. Температура проигрывания в YouTube 4К 60 FPS 66 градусов, что очень хороший показатель. Сразу переходим к онлайн-кино. И тестировать онлайн-кино мы будем на базе Кинотор. Это проект, который поддерживает наш канал. Это очень крутой кинотеатр с поддержкой практически всех каталогов, которые известны на текущий момент. Вот есть фильм в качестве Blu-ray. Вот он на Moonwalk есть, Blu-ray, и есть на HD базе Blu-ray. Ну, на Киноторе вообще вопросов нет, работает все отлично, с мгновенной переводкой. С мгновенной перемоткой отлично все работает. Мы работаем в Pro-версии сейчас, где нет никакой рекламы. Ну, к сожалению, кроме встроенного в видео, мы видим здесь Azino 777. К сожалению, это невозможно убрать пока что программными методами. Ну и попрошу заметить, что температурка-то у нас держится 64 градуса при просмотре фильма в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре Кинотор. Кстати, ссылочку на онлайн-кинотеатр вы можете найти в описании под видео. Также можем попробовать посмотреть на торренте. Давайте Blu-ray Remux 1080i лицензия. У нас Riddick сюда попал, потому что здесь есть совпадение ID. Через магнит ссылку и через Ace-Stream Media. Выбираем Ace Player, я предпочитаю через него работать. И вот у нас Riddick начался через торрент онлайн. Вот, пожалуйста. Смотрим в очень хорошем качестве. Блин, мне так нравится этот фильм. Вообще один из таких моих самых любимых. Жестковатый, конечно. Перемоточка мгновенная. Даже на торрент онлайн. Неплохо.
очень даже неплохо. Так что с онлайн-кино и торрент онлайн у нас тоже здесь никаких проблем нет. Кстати, в интерфейсе еще внизу можно добавлять различные программы. Вы можете делать строку программ снизу. Кстати, я добавлю сюда Halva TV Player. Стоп, а почему мы до сих пор не тестируем Halva TV Player? Мы ведь должны с вами протестировать, как работает IPTV телевидение на этой прекрасной приставке. А почему именно Halva TV Player? Да потому что Halva TV Player сейчас это уже золотой стандарт проигрывания, качественного проигрывания IP телевидения. Вот у нас сразу включается канал, как только мы включили Halva TV Player. Это вот такой вот плеер, у которого есть интерфейс Lean-Back, настолько похожий на интерфейс Xiaomi Mi Box 3, с интегрированными приложениями, вообще не только Xiaomi Mi Box 3, а также и на интерфейс Nvidia Shield, да и любой Android TV платформы, Android TV 6, Android TV 8, это такой супер отличный микс. В принципе, нас не столько волнуют приложения, нас волнуют каналы IPTV. У меня здесь загружен плейлист Эдема, меня интересует вот HD. Давайте попробуем какой-нибудь HD канальчик. Включаются они практически мгновенно. Здесь, конечно, сетевые модули вообще сумасшедшие. Мы можем попробовать с вами выключить сеть и поработать на Wi-Fi. И вот мы с вами на Wi-Fi переключаем. Блин, работает это просто шикарно. Переключается мгновенно. Любой канал, который бы мы не выбрали. Давайте все-таки, меня больше интересует в HD, как мы проклацаем это все. Вот он, первый HD. Меня интересует, как работают наши архивы. Давайте посмотрим мужское, женское, которое было в 3 часа 40 минут утра. О боже, что это? Это было что-то страшное, понятно. Что ж, и архивы работают отлично, и APG у нас поддерживается. Но, я думаю, стоит переходить дальше, хотя из Halva TV Player уходить действительно не хочется. Кстати, ссылочку я тоже на Halva TV Player положу в описании под видео. Как только вышли из Halva TV Player, видим, что температура падает 66 и падает ниже. Если она постоит, она упадет до 58-60 градусов. Теперь, игровые возможности данной приставки. Меня интересуют игровые возможности. Насколько она соответствует моим ожиданиям. Давайте протестируем ее в 3D Mark. Протестируем ее в VS Storm Extreme. И вот наши результаты. Вот наши результаты. У нас температура сразу после теста 71 градус. Поднялась она не выше, чем 78 во время теста. Это 8992 балла. Чтобы вы понимали, это почти в 2 раза больше, чем в Xiaomi Mi Box 3. Это почти в 2 раза больше, чем на процессорах, на самых мощных процессорах S905. Вот так вот, ребят. Вот такая вот интересная штука. Поэтому эта приставочка очень хорошо подходит для игр, именно для игр, а это меня очень сильно интересовало. Давайте тогда подключим сразу геймпад и проверим, что же из себя представляет такая вот приставка. И мы сразу идем в бой World of Tanks Blitz. Вот так вот у нас работает World of Tanks Blitz на 8-ядерном процессоре на приставочке Tynix TX9 Pro. Сейчас мы утопим наш танк, как обычно, все, ничего не предвещает беды. Наша приставочка выдает стабильных 30 FPS, вообще стабильных, невырубаемых. Слушайте, крутяцкие. Я его сейчас, по-моему, заношу. Я этот танк еще не видел. Иди сюда. Вас сильно много, господа. Вы меня сейчас, по-моему, просто уже приклепаете. Dead Trigger 2. Одна из моих любимых игр. Достаточно хороший, интересный геймплей. Yes! В башке, блин, можно в это играть, можно. Выше 80 градусов в играх в тяжелых температура не поднимается, поэтому мы не имеем проблем здесь с тротлингом и перегревом. К тому же тротлинг-тест уже показал, на что способна эта приставочка. И я просто обязан поздороваться со своим любимчиком в этой игре. Привет! Давай, где ты? Привет! Какой ты красивый! Куда ты смотришь? Смотри ему в лицо. Ну а я думаю, что смотреть здесь уже нечего. Я хотел еще вам показать, как серфить на этой приставке. Но поверьте, серфить она будет просто замечательно. Все загружается очень быстро.
любые картинки, любой тяжелый контент, оно будет работать просто хорошо. Оно хорошо скроллирует, оно мгновенно реагирует на изменения каких-то запросов. Ну, все отлично. Поэтому я предлагаю пройти, прорезюмировать наше видео и вообще понять, насколько данная приставка хороша и интересна для нас. Ну что, убедились? Кстати, те, кто участвует в наших пабликах Viber, ВКонтакте и Facebook, они знают, что у меня есть личный рейтинг Smart TV боксов по ценам и по производительности. Этот бокс я ставлю в рейтинге на одном уровне вместе с Belink GT1 Ultimate. Вследствие чего Технозон рекомендует данное устройство к приобретению. Ну а если вам нравится то, что мы делаем, то ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.